Приветствую вас, мои дорогие, на канале Ева Оракул. С вами Ева. И я сегодня, посмотрите, как это даже тоже надо, просто сегодня какой-то будет нереальный расклад вступления. С вами Ева, на канале Ева Оракул. И на этих каналах, на моих раскладах всегда происходят какие-то чудеса. Сегодня для вас просто сказочный расклад. На самом деле в вашу жизнь идет мужчина, с которым вы просто узнаете рай на земле. Вот это пришло из потока, и посмотрите, какая сзади меня картинка, это настоящий вид, это не заставка, это реальные, существующие на Земле красивые виды, вот. И вы посмотрите, я только сейчас поняла, что я взяла вот эти две колоды, потом смотрю себя в кадре, это просто, посмотрите на это сочетание цветов, у нас будет магия сердец, у нас будет провидец, и самое главное, только я включила камеру, собралась записывать расклад, подходит девушка и приносит мне комплиментом какой-то напиток, невероятный какой-то, жутко сладкий, вкусный, какой-то что-то между лимонадом, гибискусом напиток сказочный, причем красного цвета. Вот такая вот любовь идет в вашу жизнь. Это будет, знаете, вот как какой-то комплимент. Вы не ожидаете. Вот вы себе представляете себе какую-то картинку жизни, отношения, уже в какой-то вот реальности, в которой вы привыкли жить. Так вот вашу жизнь, вот мне сегодня прямо из потока идет, вы понимаете, все сегодня говорит об этом. То есть это вот, понимаете, вот у вас отношения, это как это вот какие-то рутины, вот такие вот, или вот какие-то ваши представления, даже в самых ярких красочных мечтах вы себе такого не представляете. А в вашу жизнь придут отношения, которые просто будут, сейчас только волосы уберу, очень это ветрено, здесь сижу на ветру, очень высоко. В общем, Челентано играет. И сегодня будет расклад «Единый поток» для всех. Будем смотреть, что за мужчина придет, как он отогреет вашу душу, как вообще он изменит. Вот мне идет, что качественно, вообще будет качественно другая ваша жизнь. Будет совершенно другой порядок отношений, любви. И я же говорю, вот это будет комплиментом в вашу жизнь. Вы не ожидаете, что такое вообще в принципе бывает. Понимаете, вот даже вот мой вид, который сегодня, он говорит, что он говорит о том, что, посмотрите, 10 кубков сразу выходит. Понимаете, ну вот это что-то нереальное. То есть настолько яркая, настолько красочная, настолько невероятная жизнь вы еще не видели. Вы поэтому даже не можете себе это представить. Вот этот расклад для вас подарок. Знаете, вот как посмотреть, увидеть, что другая может быть реальность, и те отношения, о которых вы мечтаете, может они существуют, вот скажем так. Понимаете? И это, понимаете, это вот настолько гармоничные отношения, счастливые отношения, полные отношения. Отношения, которые откроют вам рай на земле. Понимаете, они как и на небесах порхают. Совершенно вот вы настолько будете окрыленные с этим человеком. Вы увидите другой уровень жизни, которого вы до этого не знали. Понимаете? Материально, эмоционально, где вы будете жить, как вы будете жить. Понимаете? И самое главное, что вот я смотрю, что вот здесь эта карта, это не только про семью и детей. Нет, здесь вот мне сразу идет из потока, что это может быть такие отношения, о которых вы мечтали в своем детстве. Вот вы в детстве в своем видели этот образ, а потом вы выросли, вы повзрослели, вы начали зарождаться, у вас какие-то отношения, встречать мужчин начали, и вы поняли, у вас возникло какое-то разочарование. А я-то мечтала о таком, у меня был такой образ. Так вот, нам показывают, что это еще все только впереди. Это все только начинается. И это на самом деле двойка пентаклей. Это очень, знаете, вот такой вот судьбоносный момент. То есть это момент вашей жизни, это встреча, когда вы даже в какой-то момент будете немножко уже сомневаться в том, что такое счастье возможно, что такая жизнь возможна. Так, микрофон, да, сегодня тут очень много звуков, сейчас мы его дадим ему звук. Вы даже будете... Вы сейчас уже находитесь в сомнениях, вы поэтому кликнули этот расклад. Вы находитесь в сомнениях, что такие отношения вообще существуют, что вы сможете быть счастливы, понимаете? Вы думаете, что все, мое счастье зачтено, вариантов уже нету, это все, это как бы финал. Вот так, как оно бывает на земле у всех, я такого не хочу. Понимаете? Потому что вы хотите вот такой вот райской картинки, вы хотите райских отношений, вы хотите настоящего счастья, понимаете? Вот даже как на обложке здесь, вот понимаете, вы хотите высшей степени любви, вы хотите высшей... посмотрите. Посмотрите просто, вот, видите, выходит.
Королева кубков, потому что вы понимаете, вы хотите вот любви, в которой будет полная чаша в вашем сердце. Королева кубков, вы женщина, которая умеет любить, способна любить, и вы к этой любви уже готовы. И вам эта любовь придет. Вы чувствовать будете на самом деле такой поток счастья, такую радость, такую божественную благословение через эти отношения, которые придут до этого мужчины. Мы сейчас обязательно посмотрим его, как он будет вам относиться, как вы его знаете. Все сейчас разберем обязательно подробно, потому что это очень важно. Но самое главное, нам показывают, что сейчас вы еще сомневаетесь, подводит Пентакли, что может быть такое есть, не есть, и какой-то есть еще момент недоверия к судьбе. Но нам показывают, что сомнений вообще нет никаких. Вы посмотрите, как эта карта, ну вот, вы посмотрите, вот как обычно я выбираю локации, как я сегодня оделась, и у меня была сегодня совершенно другая тема с утра на расклад. Но потом, когда я оказалась сегодня в этом месте, ту тему, у нас будет тема про род, она мне сегодня приходила из потока, возможно, она выйдет на днях, потому что она мне уже несколько дней приходит. Но сегодня нам показывают, что ваш род где-то там позади, где-то далеко. Вы прокладываете свой путь, у вас ждет необычайное счастье. И в вашем роду не было таких счастливых женщин и людей, которые познали такое семейное счастье, понимаете, которое вы хотели бы. Поэтому есть сомнения. И то, что вы видите вокруг у других людей, вам тоже не нравится. Вы посмотрите, какие карты. Ну вот сегодня что надо говорить, понимаете? Вот я могу вообще молчать, просто вам вот карты сегодня показывать, и они будут говорить за все, понимаете? Двойка кубков опять говорит. То есть ваши души, ваши руки, ваши сердца сплетутся в такой унисон, что вы познаете действительно вот такое райское наслаждение. Мне прям сегодня реклама Баунти идет, понимаете? Вспомните эту рекламу из детства, кто помнит, кто вырос на этой рекламе. Так вот, понимаете, вот такое вот чудо соединения двух любящих сердец. И вот что интересно, на этой колоде, возможно, это все-таки не зря у меня такой экзотический вид. У многих отыграется, что это будет человек из-за границы, он живущий в других районах, в других странах. Здесь, видите, девушка светлокожая, мужчина темнокожий. То есть, возможно, какие-то интернациональные браки, отношения. И даже отношения могут начинаться очень необычным образом. Даже те, кто не мечтает об иностранце, могут вдруг понять, что в их жизнь вдруг неожиданно входят такие отношения, и вам показывают, что вам не стоит бояться. Тут даже вот идет не иностранец, может быть, для некоторых это играется не как человек, живущий в другой стране, идет, что это может быть человек совершенно другого порядка, другого склада, нежели вы привыкли видеть вообще мужчин, замечать и принимать свою жизнь, понимаете? Это будет совершенно... И вот эта разность, она даст не просто невероятный унисон, понимаете? Боже, какой сегодня расклад. И я вот подключилась к этим потокам, понимаете, вот это вот такое вот ощущение, знаете, вот вы должны это вот понять, вот у вас будет, когда вы с ним встретитесь, когда у вас начнут отношения, вот просто от кончиков пальцев до кончиков волос, такой вот, знаете, вот, как это сказать, вот такая вот прям метеллики, бабочки, прям вот такая вот мурашики по всей просто коже, по всем, вот у меня во всем теле. И это не жар, это не какое-то волнение, это вот, знаете, вот как будто бы на тебя звездное небо осыпалось, и вот так вот ты в этих звездах вот так вот прям вот порхаешь. Ну, я не могу это писать, это чувство. Возможно, вы бы сейчас его словили, но это вот, может быть, то чувство, о котором вы мечтали. Но самое главное, что когда вы встретитесь с этим человеком, у вас будут такие отношения. Ой, ну мужчина, конечно, спешит в вашу жизнь однозначно. То есть сейчас будем говорить про мужчину. Мужчина будет динамичный, активный, достаточно именно из-за того, что он такой деловой, хваткий, он может казаться немножко холодноватым или немножечко, знаете, таким далеким. Но это мужчина, который прошел большой путь жизни, он может быть активный, динамичный. То есть именно такой мужчина сможет вам подарить, понимаете, вот такую вот жизни, в которой вы перейдете на какой-то уровень реальности для себя. То есть он будет очень активным, и он будет способным вас с собой позвать в ту новую жизнь, понимаете? Не просто вот как бы прийти и стать той частью жизни, которой вы сейчас живете, потому что вы не очень довольны сейчас своей жизнью. Вы сейчас недовольны своей жизнью, то есть вы сейчас находитесь немножко в таком состоянии недоумения, потому что то, как есть, не нравится, как по-другому, я не знаю. Семерка чувств. У вас потерянное состояние и, конечно, надежда на мужчину. У вас есть надежда, что появится мужчина, и он действительно сможет помочь вам жить по-другому, изменить вашу жизнь. Ну, королева, видите, он вышел, король, рыцарь мечей, а вы королева мечей.
Потому что вы тоже, вот вы оба сейчас, что он, что вы, поскольку вы сейчас еще не встретились, да, у вас еще не произошла вот эта магия, это волшебство между нами, вы сейчас пока тоже видите, вот вы прям вот сидите, смотрите с видом на море, на небо такое же, да, и думаете, где мое счастье? Есть ли такой человек, как я хочу? Вот такого счастья, о каком я мечтаю, где оно? Вот я смотрю по сторонам, я его не вижу. Что ж такое? Вы думаете, вы смотрите расклады, вы обращаетесь к Богу, вы смотрите по сторонам, вы часто вечером можете так вот задуматься, посмотреть вверх или куда-то там в середине дня можете, знаете, так воткнуть, как говорится, в одну точку и задуматься, знаете, так о вечном. Ну да, потому что не просто так это, понимаете, потому что еще совсем недавно вы переживали, плакали в подушку, переживали очень болезненные отношения, предательства, какие-то были измены, у кого-то было полное разочарование вообще в мужчинах. То есть вот, знаете, вот ощущение, что вот я думала, что отношения с мужчинами, брак там и так далее, это как-то по-другому. А у вас какое-то ощущение, знаете, вот неужели это так? Неужели вот это вот все? Неужели это вот то, что вот как бы все, это как бы максимум? И у вас вот эта вот боль от разочарования, может быть, даже от крушения, вам кажется, что вот там кто-то говорит, вот там 10 лет жизни прошло вот там в этих отношениях, или кто-то говорит, вот полжизни моей прошло, или вот там еще какой-то отрезок вы себе говорите и думаете, ну боже, ну вот столько лет потрачено на какие-то переживания, на ссоры, неужели вот вся моя жизнь пройдет в таком состоянии? Понимаете, у вас очень много мыслей, очень много сейчас переживаний. Вы смотрите сейчас на эту мою картинку, на меня, которая вам говорит, что все будет классно. И вы думаете, боже, тут бы это... Тут бы где-то бы позитива взять, понимаете? Нам говорят, что вы на самом деле очень преуменьшаете свои возможности. Восьмым пентаклей. Вы женщина, способная на многое. Вы можете себе создать, навизуализировать, намедитировать совершенно любое счастье. Вы можете себе вот эту обложку жизни сделать еще в 10 раз круче, понимаете? В 10 раз ярче, в 10 раз интересней. Потому что вы женщина уже с опытом, вы женщина с способностями, вы женщина интуитивная. У кого-то есть четкое видение даже своего будущего. У вас часто бывают такие вспышки, как дежавю. У вас бывают состояния, вот как будто бы вы это пригадали, вы даже можете говорить, ну я же говорила, что так будет. Или вот вы чувствуете вот от человека какую-то энергию, и потом случается все именно таким вот образом, понимаете? Потянулась меня за коктейлем, потому что, видимо, понимаете, вот вы можете колдовать себе вот это зелье своей жизни. Это жена только начала записывать. Вот он, знаете, как такая детская вкусная жвачка, клубничная. Настолько вот такой, знаете, райский какой-то вот вкус. Я же говорю, такой вкус жизни, который у вас будет с этим мужчиной, вы еще не знали. Вы еще не знали, Иерофант, понимаете? Но именно этот мужчина, здесь он Иерофант, мужская карта, и посмотрите, то есть это очень долгий путь к этому счастью. Что он, что вы, но самое главное, эта карта мне идет про него. То есть у вас будет, когда вы наконец-то дойдете этот путь, и эта встреча произойдет, у вас единение с этим мужчиной произойдет, это будет такая глубокая радость. Это будет не поверхностная радость. Это радость, знаете, когда каждая клеточка улыбается, каждая волосинка улыбается на твоем теле, каждая просто морщинка, которую ты прожил, каждый седой волос, он как будто бы внутри вас вот все скажет, что это все было не зря, это все было для этого счастья. Ну, посмотрите, пожалуйста. Вот вам. Я же говорю, для этого счастья, на слове счастье выходит карта звезда. Ну, посмотрите. Он и вы. Он тоже пройдет очень большой путь. Понимаете, это встретятся два человека, которые умеют ценить счастье, умеют счастье создавать, и они будут настолько ценить свои отношения, они не будут ссориться. Вот вы не будете ссориться, понимаете? Вы не будете разборки устраивать, скандалы. Это все настолько у вас, для вас это все такая мелочь. То есть вы, понимаете, вот вы, посмотрите, вот вы два человека в одной позе даже сидите. Одна цветовая гамма. Здесь, посмотрите, вот просто вы посмотрите на вот эту вот встречу двух людей. Вы наконец-то словите свою мечту, и мужчина тоже выбрал это счастье, и он к этому счастью пришел не просто так. Это очень сегодня классный расклад. И световая гамма дает, понимаете, подсказки. То есть сердечная чакра раскроется у обоих.
так как сердце раскроется, так как чувства раскроются, так как умение любить раскроется в этих отношениях, ни он, ни вы пока даже не догадываетесь. Давайте говорить про мужчину. Он выходит, хочет, чтобы о нем поговорили. Ну, почему у вас мужчина будет тоже таким человеком, который, во-первых, сможет подарить вам очень, очень интересную жизнь, и он будет тоже человеком, который прошел очень немало испытаний. Он падал со скалы несколько раз, разбивался, взлетал, разбивался, взлетал. То есть этот мужчина, понимаете, это мужчина, который... ой, сегодня все летает, и волосы, их уложила волосы как-то вчера еще, а они сегодня уже летают везде с ветрами. Понимаете, вот мужчина... сейчас вот из потока правильное слово найду. Есть люди, которые могут создать бизнес, создать какой-то проект, у них случится там неудача, они потеряют деньги, у них какие-то долги, или поменяется власть, что угодно. И эти люди, они найдут себе что-то попроще, чтобы меньше риск был, чтобы меньше страданий, переживаний было. Этот человек не такой. Это человек, понимаете, который... Почему вот именно такой человек придет в вашу жизнь? Это человек, который не сдается, который, понимаете, вот какие у него не были испытания, у него были очень тяжелые ситуации, у него были очень непростые ситуации, когда другие говорили, что, ну, как бы все, слушай, ну, как бы брось ты это, ну, вот как бы не лезь, вот оставь в покое. То есть у него были такие советчики, такие люди вокруг. Но он человек, который слушал это, да не слушал, и делал все равно по-своему, понимаете? Он своим трудом, своей верой, он все равно потом восстанавливал или этот бизнес, или другой, или дела, и себя самого, что самое главное. И это касается в том числе, кстати, и отношений. Он и в отношениях претерпевал такую боль, он чувствовал там предательство, потерю, унижение, мне почему-то идет слово. Еще вот у него там было такое ощущение, что тоже вот он, видите, вот так же, как и вы, вот мне идет, что вот на женщинах о браке думал одно, у него было одно представление, но в тех отношениях, которые у него были, у него все рухнуло. Он думал, отношения это вот как-то вот так вот, а у него оказалось это очень болезненно. Он думал, что все-таки вот есть счастье на земле, понимаете, есть счастливая семья, есть любовь. А у него были такие отношения, которые ему показали обратное. Но это, понимаете, это опыт, это был его опыт, это сделало его совершенно другим человеком, понимаете, который способен уже будет ценить и создавать именно такие отношения. Потому что он преодолел все эти трудности, понимаете. Сейчас вот он в состоянии король пентаклев, у него сейчас очень изобильная жизнь. Вот эта вот картинка, которую я сейчас вам показываю, в которой я сегодня оказалась, эта локация, это его жизнь, это его реальность, это та жизнь, которую он может себе позволить. Даже если он не живет так каждый день, он может себе позволить поехать в такие места, в такие курорты, свозить вас в такие места в том числе. То есть у него есть... и финансовая уже возможность, и у него есть уже вкус, то есть он уже знает, какая может быть красивая жизнь, какие могут быть интересные, какая может быть интересная жизнь, и он уже хозяин положения, он хозяин жизни. То есть он сейчас уже в данный момент, вот когда мы делаем этот расклад, это уже человек, который, у него есть хорошие партнеры надежные, он уже выстроил себе надежный тыл, надежный бизнес, у него есть деньги, он не считает каждую копейку. То есть это человек, который уже состоялся. Вот. Поэтому он может подарить вам рай на земле, потому что он сам уже этот рай в материальном смысле обрел. Но в плане отношений, понимаете, у него пока в плане отношений вопрос. Там закрыта эта карта и на вас выходила. Вот вы сейчас в таком положении, и он. У него есть сомнение, что копеечка-то есть, материальную какую-то базу я себе смог создать. А как насчет сердечных дел, а как насчет духовных дел, а как насчет отношений? Где это все, думает он? За деньги это не купить, как оказалось. Да, он понимает, что вот, понимаете, вот у него состояние абсолютно пятерка чаш на тему любви, у него расстройство, печаль, разочарование. И все, что он сейчас видит, каких женщин, пока он не встретил свою, у него уже точно так же, как у вас, начинают опускаться руки, и есть мысли, что ну ладно, окей, значит, я буду тут со своей собакой, или, может быть, кстати, у него даже есть собака, кстати. Но то, что у него есть друзья, какая-то мужская компания, немного людей, он такой человек-одиночка, вот волк-одиночка такой. Ну, вот он сейчас, да, он в таком состоянии, мужчина, причем вы обои, но больше карта мне на не выходит, четверка мечей. То есть человек с разбитым сердцем, который уже начинает немножко не верить в любовь. Вот. И он очень много сил потратил, чтобы выстроить
свое материальное положение, очень много, понимаете. Сейчас деньги есть, а счастья нету. Вот сейчас такое состояние. А любви нету. Вот так вот. Поэтому ему, конечно, нужна, конечно, ему женщина. Давайте посмотрим еще, что нам скажут о нем. Ну, он готов, понимаете, он хоть и разочарован, хоть у него есть и боли, но он готов, понимаете, смотреть вперед, смотреть какие-то варианты. Двойка жезлов. Он готов к действию, он готов открываться миру. И все-таки здесь, понимаете, какие-то союзы, иностранцы, может быть, какой-то сайт, где знакомятся, именно, вы знаете, сейчас не знаю, что сейчас в тренде, когда-то там был Тиндер и всякие разные такие мамбы, я не знаю, что там есть сейчас, я не в курсе на рынке, но идет такое, что, возможно, какие-то интернациональные знакомства, знакомства в поездках, знакомства на сайтах знакомств с людьми, которые не из вашего региона, с людьми издалека. У 80% девушек, которые смотрят этот расклад, или есть желание знакомства с иностранцем, или есть желание знакомства с иностранцем у кого-то, понимаете, а у кого-то есть такая просто потребность именно чего-то нового. То есть это не только иностранец, что это какой-то другая страна, это еще о том, что человек совершенно другой, такого, как вы никогда не видели и не представляли, понимаете, это совершенно что-то, ну, что-то вот другое для вас. Для вас это неведомое, а для вас это иностранное. Вот даже в Турции есть такое слово ябанджи, другой, иной, иностранец. Не такой, как мы, не такой, как я. Ну да, 8 кубков. Ну да, он, конечно, очень ждет такую женщину, загадочную, которая тоже прошла свой путь. Он, это, понимаете, даже если это состоявшийся у вас уже богатый мужчина, он не хочет какую-то там 20-летнюю инфантильную девушку, которая не видела жизни. То есть даже неважно, сколько вам лет, но мужчина хочет девушку, которая уже, женщину, которая сможет разделить его духовный мир, которая, скажем так, что-то, даже если у нее нету своего жизненного опыта, то у нее есть этот опыт из своей семьи, понимаете? Она тоже прошла какие-то свои и в карьере, и в жизни, да, чтобы это был равноценный партнер. То есть он, этот мужчина, понимаете, вот именно рад на земле, даже приходила двойка кубков, да, то есть это два равноценных человека, которые оба знают, что такое боль, что такое победа, что такое поражение, что такое любовь, что такое разочарование, что такое предательство. Они оба знают, что эти вещи значат, не просто на уровне «я это в книжке прочитал», а я это пережил, понимаете, я это пережил на уровне своего именно вот опыта. Именно благодаря этому вы оба создадите именно свой рай на земле, потому что оба в какой-то момент просто кричали от боли, от одиночества. Вот оба, понимаете, вы, и он, и вы. Это, знаете, вот такое вот, вопреки, я буду счастливым, вопреки всему, что было, понимаете, вопреки. Это решение для обоих, колесо фортуны. То есть это судьбоносная встреча, судьбоносные отношения. Это то, когда человек посмотрел, как было, как бывает, и сказал: нет, я так не хочу. Это, знаете, вот как иногда от обратного идет, да, как у нас там теорема доказательства, от обратного. Вот это и в его, и в вашей жизни было, да. Вот я посмотрел, как бывает, я посмотрел, как у других бывает, я сам пережил это, я понял: нет, вот такого я не хочу. То есть я раньше думала, я так хочу, я это прожил, а оказалось, я так не хочу, я хочу совершенно другого. Это судьбоносные вообще будут отношения. Но мужчина, конечно, он уже в пути. Вы еще в разочарованиях, но мужчина уже, в принципе, он достаточно будет быстро сейчас менять свою траекторию жизни. Он будет менять свою траекторию жизни, то есть человек уже очень хочет любви. Да, ну классно, видите? Он уже хочет счастья, любви, он уже готов ее нести, эту любовь. Смотрите, колесо фортуны. Человек готов встретить свою любовь. Вот. И он хранит. Что бы ни происходило вокруг, он хранит это чувство и готов его поделиться с той женщиной, которую он встретит с вами, понимаете? Давайте посмотрим, немножко заглянем, как будет начало ваших отношений. Что тут выкидывает? Жрица Каким будет начало ваших отношений? Какая будет ваша встреча, понимаете? Встреча будет очень
Это, знаете, вот как два друга. Вы вот встретитесь, сразу будет ощущение, что вы этого человека знаете, понимаете? Сразу будет, как будто бы вот это вот снизошло. Это какой-то духовный канал, духовная связь. Сразу же будет ощущение, что мы когда-то где-то друг друга знали. Я же говорю, что вот у вас будет такое чувство, что в самом начале я сказала, да, мне приходило, что вы в детстве себе мечтали о любви определенного плана. И вот с этим человеком, вот все, что у вас было сейчас до этого, боже, я надеюсь, микрофон сегодня ветрами не перебивается, и музыка там еще. В общем, вы в детстве видели такую картинку, представление, мечту. Может быть, мне почему-то идет, что какой-то видеоклип, может быть, вы видели, или какой-то фильм. Вот фильм какой-то идет. То есть у вас было представление о том, какая будет любовь, как это должно быть. А потом, когда вы начали жить жизнь, у вас, вы очень сильно разочаровались. Так вот, ваша встреча будет именно таким вот моментом, когда вы вспомните это. Карта влюбленные, ну боже. Ну, ваша встреча будет очень страстная. Это будет два человека, которые друг друга узнают. Сомнений не будет. То есть вы друг друга узнаете, вы в друг друге, знаете, вот бывает любовь с первого взгляда. У многих это отыграется действительно как любовь с первого взгляда. Я бы сказала, любовь с первого чувствования, любовь с первого соприкосновения, понимаете? С первого контакта будет понимание, что это мое родное, вот это что-то для меня. Какая у меня романтичная музыка играет, если бы вы знали. Я не знаю, сегодня просто какой-то невероятный расклад. А этот напиток, вот он стоит, вот понимаете, вот ждет своего момента. О, красный прям принесли. Вот клубничный, вот понимаете, вот прям вот настолько ваши сердца, да, настолько ваши сердца будут в унисон, настолько это будет экзотичная любовь, необычная, что там выпрыгивает. Ни у кого такой любви не было, понимаете? Это вот шанс на 1 на миллион эти отношения, такая встреча. Это очень редкий шанс. Посмотрите, какая карта выходит на дурак. Это вот самый, по-моему, прекрасный дурак карта, которая есть вообще. Это потому что новое начало. То есть это, видите, это очень... здесь мандал выходит, да, здесь это очень редкая встреча, редкий шанс. И это, понимаете, это вот она держит там в руке кристалл. То есть это то, что чистая энергия божественная, понимаете, притянет и создаст эту встречу. Майкл Джексон поет на фоне. Надеюсь, вы не слышите музыку. Микрофон делает свое дело. Королева кубков. Ваша встреча будет очень эмоциональной, чувственной. Вас он увидит женщиной необыкновенной. Он поймет, что таких я никогда не встречал. Вот эта женщина умеет любить. То есть он вас увидит именно такой женщиной, способной на чувства, на любовь, на взаимность. Вот той женщиной, которой можно открыться, она не обидит, не предаст. Ни в трудные времена, ни в счастливые времена она не будет завидовать, она не будет как-то перечить своему мужчине, перекрывать ему дороги. Нет, это женщина, которая будет любить, будет благословлять своего мужчину. Вы такая женщина, понимаете? А он для вас будет, понимаете, вот Паш Жезлов, он для вас будет мужчиной, который будет исполнять ваши желания, который сделает вам рай на земле, который превратит вашу мечту в реальность. Вот такой будет мужчина, понимаете? Он для вас будет вот таким вот человеком, который вдруг, хоп, и перевернет всю вашу жизнь, совершит какую-то магию, волшебство. А вы для него будете таким вот, понимаете? То есть то, чего ему действительно не хватает королю Пентаклей, понимаете? Ему не хватает чувственной, эмоциональной женщины, которая подарит ему любовь. Боже, какой расклад! Боже, какой расклад! И почему-то мне идет, что не нужно даже спрашивать сейчас про сроки. Когда я спрашиваю про сроки, мне говорят, выходит тройка мечей. Мне выходит, нет, не говори про сроки. Не надо. Потому что это путь, это духовный путь. Опять выходит, мне говорят, не говори об этом. Это скрытая информация. Это не нужно. Это лишнее. Когда ты начинаешь об этом думать, ты перестаешь жить в моменте. А тебе нужно жить, учиться, понимаете, проходить свои уроки. Вот идти этот путь, кажется, что пропасть, кажется, что нет, но нет, там еще что-то есть, понимаете? То есть у вас еще сейчас, вы еще доходите этот путь. Эта встреча не сегодня-завтра, вы еще в этом пути пока. Это еще пока дозревает, вызревает, понимаете, эта ситуация. Но нам показывают, что вот эту вот картинку этой мечты, вот этого вот то, что вы хотите, это есть. Вот понимаете, в этом вся штука. Нам показывают, что это есть. И это будет в вашей жизни. Вам просто нужно продолжать взращивать в себе любовь. Все те плоды, которые вы несете в себе. И действительно верить, что такие отношения существуют.
по вере воздастся, понимаете? Вот по вере воздастся. Вот весь сегодня расклад об этом, по вере воздастся. Если вы будете верить, если вы будете к этому идти, это в вашей жизни будет однозначно. Ну, мужчина идет с очень хорошей монеткой, с очень хорошими возможностями. То есть мужчина ему будет вас как удивить, чем удивить и куда вас свозить, что самое главное мне идет. То есть какие-то будут путешествия, поездки в этих отношениях однозначно. И опять выходит жрица выходит. Потому что в этих отношениях, когда начнутся эти отношения, вы познаете высшую степень вообще счастья, благословения и связи со Всевышним, потому что у вас будет ощущение, что вот, все, прибыли, конечная точка назначения. Так, давайте вам посмотрим карту совета. У нас еще магия сердец. Мы еще на карте магия сердец посмотрим, что это будут за отношения. Интересно, мне все время выходит эта карта. Уже 3-й раз выходит. Тройка мечей. Она говорит нам, это карта совета, кстати. Она говорит о том, что да, сейчас вы можете переживать, ваше сердце разбито, видите, заштопано много раз, и не единожды у вас были раны. И вы уже даже действительно у вас уже, понимаете, нету ни росточка, нету ни единой надежды, ни веры. Все уже выжжено, что такие отношения могут быть. Боль очень сильная от пережитого. И боль от того, что в жизни больше такого не будет, понимаете? Но вам показывают совет, если вы будете продолжать находиться в этом состоянии и не верить, этого и не будет, этого и не произойдет, понимаете? Вы будете в этой стагнации очень долго находиться по карте повешенной. Вот это сценарий возможен в вашей жизни, если вы откажетесь от веры, от молитвы, от Бога, не будете представлять или визуализировать, знаете, вот от своей детской мечты, если вы откажетесь, понимаете, у вас было очень много мечт. Вспомните все свои детские мечты, какого человека вы хотели, что вы хотели. Возможно, то, что вы сейчас имеете, очень далеко, понимаете, очень далеко. Вы хотели действительно по-настоящему королевской жизни, вы хотели мужчины, императора, понимаете. Смотрите, какой классный. Понимаете, мужчина-император. Именно на этой колоде мужчина-император, это человек, я же говорю, что это человек, который будет у вас, да, он даже по королю пентаклей выходил таким. Это будет очень деловой человек, посмотрите на его позу, посмотрите на этого мужчину. То есть он очень современный, прогрессивный будет. Он научился этой жизнью играть, он понял эту жизнь, он хакнул эту жизнь, он может разыгрывать другие схемы в бизнесе, в жизни. Единственное, чего ему не хватает, это сейчас, понимаете, даже он сидит на земле, то есть он, возможно, очень много путешествует, колесит по жизни. Ему не хватает именно такого уже стабильности, благополучия именно с женщиной в отношениях, с 9-ка пентаклей. Она выходит женщина. Он хочет, чтобы в его жизнь впахнула именно любовь, именно состояние абсолютного, такого счастья. Так, дорогие мои, давайте посмотрим последнюю карту совета еще для вас на оракуле сердец. Что выходит на оракуле сердец? Первая карта. Смотрите. Любовь. Любовь. Любовь, это, понимаете, любовь. Два человека нашли друг друга. Помните, там было тоже влюбленные, глаза в глаза, с первого взгляда, с первого соприкосновения будет контакт. С первой встречи очень хорошие сразу карты выходят, понимаете, очень хорошие карты выходят. Одну за одной вытягиваю. Свидание. Это будет встреча очень светлая, солнечная, дарованная Богом. Так, давайте посмотрим, во-первых, еще каким будет этот мужчина для вас. Действительно ли он вам подарит рай на земле? Во-первых, он вас вытащит из той трясины, которую вы ждали, однозначно. То есть у вас появится это состояние уйдет, и состояние новой жизни, нового счастья будет в вас зарождаться. То есть я же говорю, что вы привыкли видеть такой. Сейчас можно любую колоду взять, будет выходить одно из потока, да? Вы привыкли видеть жизнь достаточно такой унылой. И вам кажется, что отношения мужчины, они все одинаковые. Знаете, даже фраза идет, мужчины все одинаковые. Что там, меняй, не меняй, одно и то же. Но нам показывают, нет, это не так.
вы ошибаетесь. Есть совершенно что-то другое, иное, чего вы еще не видели. Эти чувства в вас будут зарождаться. Эта любовь появится. Нужно ли что-то еще смотреть, понимаете? Карта свадьба. То есть это отношения, которые закончатся очень крепким союзом, браком у большинства. У большинства, да. И семья. Семья выходит. Семья выходит и скалка. Семья. Ну, здесь выходит эта скалка, потому что, я же говорю, что вы привыкли немножко видеть отношения, где вам все время мужчин нужно погонять, толкать, что-то из них вытягивать, добиваться, выпрашивать, что-то там вот это все время мужчину на себе тянуть, понимаете? Вот вы привыкли к таким отношениям. И вы думаете, что семья – это вот когда вот так вот женщина все время мужчину, там что-то от него что-то требует, ожидает, добивается и так далее. Но вам показывают, что к вам придет мужчина, который с вами разделит этот рай, он вам подарит этот рай, понимаете, вам не нужно ничего от мужчины, как бы, понимаете, вот никаким ни шантажом, ни манипуляциями, ни какими-то другими скандалами что-то в отношениях получать, понимаете, то есть вы думаете, в отношениях все может быть только через вот такие вот переживания и страдания. Вот вы в этой трясине опять она выходит, немножко подзастряли, это сейчас ваше состояние может быть, очень сильное разочарование, в принципе, в любви, в отношениях. Ну, видите, мешаю, но все равно вот свадьба выходит. Но нам показывают, что, видите, нужно верить, вам совет, что вы должны верить, что то счастье, о котором вы мечтаете, оно есть, будет, и оно придет в вашу жизнь. Боже, ну какой хороший расклад, даже не хочется его заканчивать, но просто вообще сказочный. Да, видите, прошлое. Вот вы сейчас, последняя карта, вот именно совета выходит, что вы, конечно, сейчас пока еще в состоянии оплакивания своего прошлого. Потому что растоптанное сердце, очень много было боли позади, поэтому сейчас нету веры. Нету веры вообще, что такая жизнь сказочная, райская она может быть, понимаете? Потому что очень было болезненно. Хорошо мужчина прошелся, понимаете? Хорошо мужчина прошелся, и просто вас вот в такую стагнацию, замершее немножко состояние, такое ощущение, что вот старушка, да, я уже жизнь прожила, и как бы все. Но, понимаете, вы должны верить, что именно вот такие вот отношения, где вы сможете жить в унисон с человеком, быть... Понимаете, здесь вот совместная старость, именно что два человека, которые прожили большой уже отрезок жизни, возможно, порознь, они вот даже в свои какие-то, может быть, там, последние годы или там десятилетия своей жизни, вот вы найдете именно своего человека. Что еще можно сказать, понимаете, вот рай на земле, Адам и Ева, понимаете, под пальмой, будут они вот такой вот, в таком формате. Ну, очень классная карта, очень классный расклад. Это будут очень страстные отношения. В страсти это будет не такая страсть, знаете, вот какая-то. Это будет глубокая страсть, это будет отношения очень страстные не в каком-то сексуальном смысле, вот мне идет, а в том, что это будет сплетение, как двойка час выходила, сплетение двух сердец. В общем, я за вас вот этот вот бокал, за вас выпиваю этот бокал этого невероятно сладкого напитка жизни, чтобы в вашу жизнь пришла такая сладкая любовь, и этот рай на земле действительно стал для вас реальностью. Очень хорошая карта, смотрю вот просто и как мужчина, и вы будете, вот я в самом начале сказала, это будет два человека растворяться в друг друге. Два человека будут принадлежать друг другу, будут равными, будут партнерами, у них произойдет полное слияние. И это будет действительно райское ощущение для вас. Ой, классный расклад сегодня, девочки. А это, кстати, вот была карта, которая у нас на торце. Понимаете, главная карта, магия сердец. Вот. Это магия двух сердец будет, понимаете, абсолютно. Ой, хороший расклад, девочки. С вами была Ева. Я мастер рейки, ясновидящая, я таролог. Я провожу для вас здесь поток. Вы всегда можете прийти ко мне на личную консультацию. Также у меня есть закрытый телеграм-канал, где я делюсь бэкстейджем, делюсь в телеграм-канале в закрытом все, что происходит на раскладах, после расклада. Пишу все свои заметки, продолжения, скажем так, какие-то вот моменты, которые идут в потоке. Там есть прогнозы на неделю, лунные прогнозы. В общем, переходите, если вам интересно, в личное пространство. Можно попасть или через Boosty, или через кнопку спонсорства в YouTube. Ну, в общем, я рада с вами была снова здесь увидеться на канале. Этот прекрасный вид сегодня для вас. Просто сказочный, невероятный вид. Вот вообще, вот кто мог подумать, это не заставка телефона, это реальность. Вот пусть это реальность.
станет вашей реальностью в отношениях. Эта мечта о райских отношениях станет вашей повседневной жизнью. С вами была Ева. До связи. Пишите в комментариях, как вам сегодняшний расклад. Подписывайтесь, чтобы увидеться снова. А я с вами прощаюсь.